Всем привет! Сегодня у нас, надеюсь, что интересный расклад, как снять с себя чужую программу и вернуть ее отправителю. Звать в проживание арканов или в манифест я вас не буду, потому что те, кто хотел, они уже зашли. Если вы немножко опоздали, то ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Запрыгивайте в последний вагон. Итак, и обязательно приходите в закрытые расклады. Это на уровне эзотерической библиотеки. Библиотека за 900 с лишним книг и аудиокниг разных тематик. В плане самопознания, саморазвития, эзотерика и так далее. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Какая чужая программа сейчас на тебе висит? У тебя, знаешь, программа прям полного самоуничтожения. Кто-то из женщин, из твоих близких людей, на тебя очень серьезную хрень навесил. Эта тетка, она завидует твоей яркости, твоей способности людей зажигать и в центре внимания быть. И знаешь, она сделала так, что твоя собственная сила теперь работает против тебя. Вот смотри, что происходит. Вот смотри, каждый раз, когда ты пытаешься что-то начать или там себя проявить, да, инициативу взять там, у тебя все летит к чертям. Не постепенно, а вот резко и неожиданно. Вчера все отлично, а сегодня полный провал. И это не твоя неудачливость, нет, это программа чужая. Она крутит твое колесо фортуны, причем в обратную сторону. Вот конкретно программа так работает. Вот есть твоя естественная харизма, да, энергия лидера. И они превращаются в источник проблем. Чем больше ты стараешься, тем хуже получается. Чем активнее ты действуешь, тем больше препятствий появляется. И ты начинаешь что делать? В себе сомневаться, думать, со мной что-то не так. И знаешь, что самое подлое? Вот эта программа, она заставляет тебя винить себя во всех неудачах. Ты вот думаешь, что ты там не умеешь правильно планировать, что у тебя интуиция плохая, что тебе вечно не везет. На самом деле специально перекрыли твои каналы удачи и заставили твою силу работать в холостую. И вот это, как подобрать слово тут? Вот эта плохая женщина, она хотела, чтобы ты сама себя разрушила, сомневаясь в своих способностях, в своих мыслях. Как эту программу снять и себя очистить? Знаешь, тут кардинальная чистка нужна. Вот первым делом прекрати распыляться на 100-500 миллионов дел одновременно. Выбери одну цель, самую важную для тебя вот прямо сейчас, и сосредоточься только на ней. Вся остальная активность должна быть приостановлена. Это не лень, это стратегия. А то я чувствую, ой, мне скажут, что я ленивая. Да пофигу, что кто скажет. Самое главное, ты себе не скажи. И вот самое главное, каждое утро, как только ты проснулась, мысленно отрезай все вот эти энергетические нити, которые к тебе тянутся. То есть представляй себя вот с мечом в руке и рубишь все, что не твое. Делай это жестко, без сожалений. Говори вот возвращаю все чужое обратно, оставляю только свое. И во время вот этой чистки у тебя начнется и боль головная, возможно, тошнота, слабость. Это нормально. Чужая программа, она сопротивляется. Не останавливайся. Резать продолжаешь. Воды больше пей, принимай там душ холодный, выбрасывай из дома все, что тебе подарили за последние полгода. Еще очень важно, перестань рассказывать о своих планах кому-либо. Вообще никому ничего не говори. Пока программа полностью не снята, любая информация о твоих намерениях, она будет использована против тебя.
Работай молча, достигай результата молча, радуйся успехам молча. Только когда цель достигнута, тогда можешь делиться, потому что вот как программу отправителю отправить и защититься. Но тут, знаешь, самое интересное. Возвращать программу будешь не через какие-то там ритуалы, а через собственный успех. Вот эта женщина, она ждет, что ты сломаешься, что ты опустишь руки, станешь, как сказать, серой мышкой и незаметной мышкой. А ты сделаешь наоборот. Станешь еще ярче, еще успешней, еще более заметный. И каждый твой шаг вперед, он будет как вот пощечина для вот этой твари, которая пыталась тебя уничтожить. Она в программу вложила часть своей силы. А теперь вот эта сила будет работать на твой успех. Чем лучше у тебя дела, тем хуже становится у нее. Это автоматический возврат с процентами причем. Защита у тебя будет железная. Ты научилась чувствовать чужие программы на расстоянии. Как только кто-то пытается на тебя что-то навесить, ты сразу это поймешь и обратно отразишь. У тебя появится стержень внутренний, который не сломать никакими вот этими внешними воздействиями. И самое классное, ты станешь для других примером. Тот, кто может вырваться из любого энергетического вот этого плена. Понимаешь? Твой опыт освобождения станет не только твоей силой, но и общей. Ну, кто хорошие люди в твоем кругу. И самое главное правило защиты — никогда не опускайся до уровня тех, кто тебе вредит. Понимаешь? Не стоит там мстить, не пытайся им там что-то специальное сделать. Просто живи свою яркую, успешную жизнь. И это будет для них хуже любой мести, понимаешь? Хуже абсолютно любой. А твоя сила, она будет только расти от того, что ты выбираешь путь созидания, а не разрушения. Все просто. Подпишись обязательно на меня, если не хочешь меня потерять. И давайте перейдем ко второму варианту. Какая программа сидит? Ну, сейчас у тебя такая коварная программа самообмана, я бы назвал. Кто-то вот из близких тебе людей, он внушил тебе, что ты должна жить в мире вот этом розовых соплей, грез, фантазий, а не в реальности. И знаешь, этот человек, он специально подпитывает твою склонность к мечтательности, чтобы ты не видела, как он тебя использует. Это может быть муж, который мы сейчас на крипте поднимем 15 миллиардов долларов и будем жить, и играет на твоем. Или там давай возьмем кредит, и опять вот это все фантазии, фантазии, фантазии. И в итоге ты живешь в постоянном тумане иллюзий. Планы строишь, которые заведомо невыполнимы. В людей влюбляешься, которые тебя не стоят. Даже, как сказать, мизинчика, ноготочка не стоит. Тратишь время на какие-то проекты чужие, которые никуда просто не ведут. А когда реальность бьет по голове, то ты не понимаешь, откуда столько боли, откуда столько разочарования. И вот эта программа, она работает через твою доверчивость. Тебе сказки рассказывают красивые про будущее, там горы золотые обещают, там льстят тебе, да, твоим талантом, например. И ты ведешься. А потом, когда обещания не выполняются, тебя обвиняют в том, что ты сама виновата, что слишком многого ожидал. И знаешь, что самое мерзкое? Вот эта программа, она заставляет тебя постоянно проигрывать. Вот каждый раз, когда дело доходит до серьезной борьбы за интересы свои, то ты сдаешься. Ты думаешь такая, зачем мне эта грязь? Лучше останусь там в своих мечтах.
Так тебя и держат в этом состоянии безопасной мечтательности, которая никому не мешает, ничего не требует. А кто-то в это время твоими ресурсами пользуется по полной программе. Как снять эту программу и себя очистить? Ну, знаешь, тут нужна вот очень аккуратная, но глубокая работа. Вот начни с того, что перестань резко рубить все свои мечты и свои планы. Не надо вот впадать в другую крайность и становиться циничной. Ни в коем случае. Просто научись отличать вот реальные возможности от пустых слов, от пустых обещаний. Каждую идею проверяя на практичность. Вот возьми листок бумаги, да, и выпиши все свои финансовые обязательства. Там кредиты и так далее, долги. И посчитай доходы, реальные. Без приукрашивания, без надежд на чудо. Вот это будет твоя настоящая база, от которой надо отталкиваться. Никаких планов, которые не учитывают вот эти цифры. Только то, что ты сможешь потянуть вот здесь и сейчас. Без фантазий даже вот он мне там, кто-то там вернет долг. Нет. Только то, что есть. И знаешь, очень важно, начни требовать конкретики от людей. Вот кто-то тебе обещает что-то, да? То пусть назовет точные сроки, точные суммы, точные условия. Записывай все это и следи за выполнением. Перестань принимать вот эти отговорки «потом, когда-нибудь, обязательно сделаю» или конкретные даты, или ничего. И знаешь, еще один важный момент – убери из дома все вещи, которые тебе подарили те вот, кто может быть причастен к этой программе. Особенно там украшения, картины, ну, декоративные вещи. Эти предметы, они носители чужой энергии. Там продай их, подари кому-то, там просто выброси. И купи себе что-то новое на свои заработанные деньги. Это будет твоя чистая энергия. Как вернуть программу отправителю и защититься? Ну, знаешь, возврат пойдет через активный успех в самой реальной жизни. Вот я тебе объясню. Тот, кто на тебя навесил вот эту программу мечтательности, он рассчитывал, что ты будешь вечно вот в фантазиях, в облаках летать. А ты возьми и стань успешной бизнес-вумен, которая четко знает свои цели и идет к ним напролом. Потому что, знаешь, программа тебе как сделает? Это не твое, у тебя не получится, ты другая, это все не твое, уходи. А ты возьми и дойди. Каждое твое вот реальное достижение, оно будет бить по этой программе. Получила прибыль, отправила кусок негатива обратно. Купила там пироженку, машину, квартиру, самолет. Это еще один удар. Открыла свое дело там по духам, по свечам и так далее. Это вообще нокаут. Потому что твой материальный успех, он доказывает, что программа не работает, что ты вырвалась из вот этого контроля. Но самое главное, создай себе вот неприступную крепость и спокойствие. Научись эмоционально не реагировать на провокации, на любые там попытки снова затянуть тебя в этот мир иллюзий, обещаниями, фантазиями, как мы будем хорошо и будет у нас 15 тысяч детей. Когда к тебе приходят с очередным якобы там гениальным предложением, ты просто молчишь, анализируешь и принимаешь решение на основе фактов, а не слов. Твоя защита – это твоя внутренняя тишина и трезвый мозгами расчет. Никто не сможет тебя обмануть, если ты не позволишь эмоциям затуманить свой разум. Ты становишься вот как танк. Медленно, но верно едешь к своей цели среди грязи и среди всякой швали. И никакие внешние атаки тебя не остановят.
И вот знаешь, что самое прикольное? Тот, кто пытался тебя держать в иллюзиях, он сам начнет жить мечтами о том, как вернуть контроль над тобой. А у него уже ничего не получится, потому что ты уже играешь в другой лиге. То есть в лиге там реальных достижений, реальных денег, без вот этих вот фантазий и просто идешь к цели. Обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять. Приходи в проживание арканов, и мы переходим ко второму варианту. Какая чужая программа сейчас на тебе висит? Ну, знаешь, это программа вечной спешки и вечных неправильных решений. Вот кто-то из твоего близкого окружения специально тебя раскручивает на вот эту постоянную гонку, чтобы ты не успевала нормально не думать и решения всегда дурацкие принимала, потому что спешка. Этот человек, он знает, если тебя держать в состоянии вот этого бега, да, то ты будешь совершать ошибки одну за другой. Вот смотри, что сейчас происходит. Тебе постоянно подбрасывают какие-то срочные дела, какие-то горящие проекты, даже горящие путевки. Даже там неотложный вопрос нельзя откладывать и так далее. И каждый раз тебе говорят, надо решать прямо сейчас, времени на раздумья нет. И что ты начинаешь делать? Мчишься, как угорелая, хватаешься за все подряд, а потом оказывается, что половина вот этих срочных дел это была липа. И вот самое подлое, эта программа, она заставляет тебя нарушать собственную справедливость. Ты решение принимаешь не по совести, а под давлением вот этого времени, этот, как называется-то, забыл. Дедлайна. Слово бусурманское забыл. И, соответственно, ты соглашаешься на всякие невыгодные условия, хоть по кредитам, хоть по работе, хоть каким. Потому что у тебя в голове надо быстро решать. Ты игнорируешь свои принципы, потому что у тебя некогда разбираться, надо решать вот сию секунду. А потом, вот когда ты понимаешь, что ты глупости наделала, тебя еще и винят то, что ты безответственная. Типа сама согласилась, сама подписала, сама решила, сама взяла это там кредит и так далее. И ты начинаешь сомневаться в своих способностях принимать правильные решения. Ну, так тебя и держат в этом состоянии постоянной спешки и постоянного вот этого самобичевания. Как эту программу снять и себя очистить? Ну, знаешь, тебе нужно пройти через вот, как сказать, полное внутреннее очищение от всех вот этих тревог и страхов. Сначала тебе будет казаться, что мир рушится, если ты там перестанешь бежать. Все вот эти мысли про то, что ты опоздаешь, что ты не успеешь, что ты кого-то подведешь, это все программа, и она пытается тебя удержать. Устрой себе вот там неделю, например, полного отдыха от всех решений. Неделю вообще ничего не решай. Все вопросы откладывай там со словами там «подумаю через неделю», «подумаю завтра». Пусть даже если кто-то будет давить и кричать, что срочно нужно. Твоя задача разорвать вот этот цикл постоянной спешки. И в эти дни тебе будут лезть в голову всякие кошмары про то, что там что-то случится, если ты не поторопишься, что-то там произойдет. Не верь этим мыслям. Эта программа сопротивляется и пытается вернуть тебя в привычное состояние паники. Каждый раз, когда у тебя тревога начинается, вот себе говори, это не моя мысль, это программа. Я спокойно, времени у меня до хрена. И вот к концу вот этой недели ты просто почувствуешь такой внутренний покой, которого у тебя давно уже не было.
Ты поймешь, что вот большинство вот этих дедлайнов, срочных дел, они вообще сами по себе решились без твоего участия. А те, что действительно важны, можно решить спокойно, обдуманно и все. И вот тогда ты поймешь, сколько времени и сил ты потратила впустую на вот эту искусственную суету, понимаешь? Как программу отправителю вернуть и защититься навсегда? Ну, знаешь, возврат пойдет через твое вот освобождение от всех вот этих искусственных ограничений по времени. Тот, кто на тебя навесил вот эту программу спешки, он сам живет в постоянном стрессе, понимаешь? А ты станешь человеком, который никогда не торопится, всегда принимает нормальные, взвешенные решения. Твоя новая фишка — это никогда не давать ответ сразу. Никогда. На любое предложение, на любую просьбу, на любое требование говоришь: «Я подумаю и завтра дам ответ». Даже если это покупка хлеба в магазине, пусть все привыкают, что с тобой нужно говорить заранее, а не в последний момент. И так ты выдрессируешь их, ты вернешь это все, понимаешь? И больше не будет вот дедлайн, вот дедлайн. Нет, будет за неделю. И самое крутое, у тебя появится репутация человека, который принимает только правильные решения. Потому что будешь ты все обдумывать, будешь ты все взвешивать, будешь там консультироваться. И люди начнут к тебе обращаться именно за мудрыми советами, а не за вот этими быстрыми твоими решениями. Твоя защита — это твоя внутренняя уверенность в том, что у тебя всегда время есть. Что бы там ни происходило. Ты будешь знать, что можно подождать, можно подумать, можно найти лучший вариант. Никто не сможет тебя заставить бежать опять, потому что ты знаешь цену поспешных решений. А это минус репутация, минус там вот это все. И самое важное, ты будешь источником спокойствия для других. Люди к тебе будут приходить, когда им нужно градус снизить вот этой паники и найти разумное решение. А ты спокойненько делаешь все. Вот эта твоя энергия покоя и мудрости будет исцелять тех, кто тоже попал в эту ловушку вечных дедлайнов, вечной спешки. Понимаешь?